Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, очень быстрый и очень эффектный в разрезе пирог со сливами фламенко. Пирог получается воздушным, умеренно сладким. Пирог очень красивый в разрезе получается, очень сочный, с большим количеством слив и готовится буквально за какие-то минуты, плюс время на выпечку. Итак, сначала я подготавливаю форму. Форма у меня 20 сантиметров в диаметре. Обязательно я ее смазываю буквально тут 3 граммами сливочного масла. Посыпаю половиной столовой ложки муки, удаляю лишнюю муку и отставляю пока что форму в сторону. Здесь у меня 750 грамм спелых слив. Сливы не очень крупные и не очень мелкие, то есть такого среднего размера. Разрезаю я их вот таким образом, чтобы мы их могли вертикально поставить в пирог, потом в тесто, и чтобы был такой красивый разрез потом в конце. Здесь я хочу обратить внимание на качество слив. Сливы должны быть именно спелыми, то есть они не должны быть экстремально кислыми. Сливы должны быть настолько спелыми, чтобы их было приятно есть просто как самостоятельный десерт. То есть, как я уже сказала, они не должны быть очень кислыми, потому что количество сахара в данном рецепте рассчитано уже на спелые именно плоды. Замороженные сливы я здесь именно для этого рецепта не использую, потому что с ними замедляется процесс приготовления, они не будут так красиво смотреться в разрезе потом. Итак, сливы пока что убираю в сторону и готовлю тесто. 2 яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, 120 грамм сахара, 100 грамм растопленного сливочного масла. Все это перемешиваю просто до объединения. Добавляю туда 50 мл молока комнатной температуры, перемешиваю, просеиваю туда 220 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Очень важно здесь просеивать, несмотря на то, что мы все это замешиваем без миксера, муку и все сухие ингредиенты все равно просеиваем. Все это сейчас перемешиваю до однородности. Наливаю туда еще 1 столовую ложку лимонного сока. Тесто тогда будет очень воздушным, пышным и в то же время нарезаться практически без крошек. Вот благодаря вот этой рецептуре. И также по желанию, и поэтому я делаю это в самом конце, я просеиваю туда 1 чайную ложку корицы. Корица идеально всегда сочетается со сливами, но это по желанию. Кто не любит корицу, можете не добавлять. Я добавляю всегда. Итак, тесто уже готово, вот так элементарно оно готовится. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выкладываю сейчас сливы вот таким образом, то есть я их вертикально буквально просто ставлю в тесто. Очень хорошо они будут держаться благодаря тому, что они у нас раскрываются просто на 2 половинки, но не падают при этом. И делается это гораздо быстрее, чем бы мы их, допустим, на половинки, на четвертинки нарезали. То есть само пространство в форме заполняется очень быстро. Выпекать буду на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке примерно 1 час, без конвекции. Конечно же, время для выпечки всегда очень индивидуально зависит от каждой духовки. Примерно 1 час, потому что слив здесь много. Перед тем, как достать уже пирог из духовки, проверяем деревянной шпажкой в центре именно островок с тестом, чтобы шпажка уже оттуда выходила сухая и чистая. Посыпаю сейчас еще ванильным сахаром. У меня уйдет здесь 2 пакетика, то есть 16 грамм ванильного сахара. Вы можете обычным сахаром все это посыпать, это не столь критично. Распространяю сейчас этот сахар, чтобы он слегка накрыл со всех сторон эту сливу. Маленькие такие остаточки слив, они будут у нас немножко выглядывать из теста. И уже убираю выпекаться. Итак, у меня прошел час. Вот такой прекрасный пирог у меня получился. Очень воздушный, необыкновенно ароматный. Как только я могу уже дотрагиваться до формы, я вот так ножом прохожусь по стеночкам формы, чтобы вот этот сироп, который образовался от сливы, совершенно так не склеил как бы у нас пирог и форму. Это нужно сделать, пока еще не до конца остыл пирог. Когда уже примерно до комнатной температуры такой слегка теплый пирог, я уже извлекаю его из формы. Из-под него прекрасно убирается дно от формы. Также пекарская бумага, на которой мы все это выпекали, он абсолютно не мокрый, этот пирог внизу. То есть делается он элементарно просто, но получается действительно бомбически вкусный пирог. И замешивается, как вы видели, все это просто без миксера. Сухая у нас подложка, сухая бумага для выпечки, то есть ничего здесь не вытекает, все идеально пропекается. Посыпаю слегка сахарной пудрой и уже можно нарезать. Как я уже сказала, пирог еще не до конца остыл. Каждый кусочек здесь имеет свой неповторимый уникальный рисунок. Можно разрезать ножом-пилкой,
Также можно разрезать, конечно же, и обычным ножом. Все это на ваше усмотрение. Много слив получается. И еще раз повторяю, сливы должны быть спелыми. То есть они должны быть кисло-сладкими именно, не экстремально кислыми. Вот так он надламывается вилкой. Видно, насколько он воздушный получается, этот пирог. И все это без миксера замешивали буквально здесь за пару минут. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.